давайте начнем. И давайте начнем мы с вами я сейчас расскажу, кто я такая, что я умею делать, и у меня всегда на моих обучениях существует некое правило, которое я хочу сейчас вам его сказать. Лучше задать глупый вопрос, чем уйти с умным лицом. Поэтому любые вопросы, которые у вас будут, вот любые вопросы, вы задавайте, прям либо в чате пишите, либо включайте микрофон, потому что тогда между нами будет такая вот, будет связь, и мне будет понятно, что вы меня понимаете. Вот, у нас получается Катя и Айсулу, два человека, Шалпан, она меня знает, поэтому я буду представляться. Вот, меня зовут Татьяна Бережко, буду все рассказывать. Мне 59 лет, я всю жизнь прожила в Казахстане, вот всю жизнь. На самом деле я из обычной семьи, в которой мама с папой разошлись. И когда я училась в 3 классе, и всю оставшуюся жизнь мы прожили в однокомнатной квартире. Брат мой, мы с ним погодки, он постарше меня, я и мама. И потом у нас еще был отчим. Вот, нас было 3 человека. 3, потом 4 в однокомнатной квартире. И знаете, вот это вот ощущение, когда хочется не просто там своей комнаты, а может быть даже просто своего места на диване, чтобы, или там в кресле, да, чтобы было кресло и вот где-то посидеть, уединиться, поговорить, и там уйти на кухню, и там, или еще куда-то. Чтобы было какое-то свое такое место. Так как юность выпала на 80-е годы, я была первая среди родственников, кто закончил институт очно, и родственники меня отговаривали, что не надо поступать в институт, не надо учиться. Вот. И тетка мне говорила, что ты выбрала за профессию? Я поступила в педагогический институт на факультет спортфак физического воспитания. По образованию я тренер, учитель физкультуры, и хочу сказать, что вот высшее образование очень мне помогло. Вот очень помогло. И я до сих пор пользуюсь тем, чему меня обучали в институте, потому что в институте у нас была педагогика, в институте была психология, в институте была биология, мы изучали физиологию, анатомию очень достаточно глубоко, была спортивная медицина. И вот этим всем я пользуюсь на протяжении практически всей своей жизни. Достаточно очень поздно, в 27 лет я выхожу замуж. Я вышла замуж, и замуж я опять выхожу уже в 90-м году, когда я уже отработала в школе, отработала 3 года, и на тот момент я решила уехать из страны, я улетела и жила какое-то время в Сочи, там, где был мой брат. Вот. Замуж позвали назад в Казахстан, и вот я вернулась, о чем совершенно не сожалею. Вот. Но именно в Сочи со мной вот случились некие такие метаморфозы. То есть, когда я работала вот эти вот года, 86-й, 87-й, 88-й, когда я работала в школе, и на тот момент очень хорошо подняли зарплату учителям. Очень хорошо подняли зарплату. И мой будущий муж, он работал в шахте. И если я зарабатывала на те деньги, 230 рублей, то муж зарабатывал только, по-моему, что-то около 200. И он говорил: Господи, я в шахту лазю и столько денег не зарабатываю. То есть я хваталась за все, я хотела очень заработать деньги. Но когда я приехала и стала работать в Сочи, на тот момент не было прописки. И вот раз прописки нету, значит, ты не можешь устроиться на работу совершенно официально. И тогда начиналось индивидуальное предпринимательство.
И вот это ИП, индивидуальное предпринимательство, которое я уже оформила в Казахстане, я не могла его оформить в России, и поэтому я решила просто пойти в детские садики. У меня был еще диплом инструктора по аэробике, и я стала устраиваться на работу инструктором аэробики в детских садах. И я устроилась всего лишь в один детский садик. Меня взяли и сказали: это очень здорово, приходите. Мы с родителями будем собирать по рублю. И я вела эти уроки один раз в среду, 1,5 часа, 2 раза я вела уроки по 45 минут, как бы физкультура для маленьких деток. И вот один раз, значит, 1,5 часа была в среду и 1,5 часа в четверг. Внимание! Зарплату я получала 165 рублей в месяц. И я тогда подумала, оказывается, можно работать меньше, а зарабатывать значительно больше. И вот эта вот себестоимость часа начинает, ну вот сейчас очень модно говорить вот это вот выражение, ломать мозг. И я начинаю понимать, что можно что-то сделать такое, что сделает твою жизнь другой. Сделает твою жизнь другой. Вот. И вернувшись... Но это уже мышление предпринимателя. Возможно, да. И я очень хорошо помню, что вот такой вот дефицит был, вот талоны были, не было каких-то продуктов. А в Сочи приходили такие огромные теплоходы, которые стояли на рейде. Вот, девушки опознавали их флаги, кто под каким флагом ходит, и они знали, какой товар будет продаваться, потому что шли моряки, которые что-то продавали. И вот я видела, насколько красивые вещи продаются на рынках там, насколько можно жить. И я думала, почему одни люди... То есть я задавала вопрос сама себе, почему одни люди спят на шелковых простынях, а у других даже нету постели. И я очень часто вот эти все истории рассказываю до сих пор. И вот приехав в Казахстан, я стала думать, я больше не пойду работать в школу за 230 рублей. То есть для кого-то это казалась большая зарплата. А я понимала, что работать можно меньше, но зарабатывать можно больше. И я стала искать для себя бизнес. Но родив ребенка, какое-то время я, естественно, просидела в декрете, а потом я стала пробовать, за что я только не бралась. И вот одна из наших знакомых, она работала в книжном магазине, она говорила, надо продавать книги. Я ей говорила, боже мой, я учитель с высшим образованием, как я могу это сделать? Вот, на что она мне сказала, книги – это интеллектуальный товар, и можно на рынке продавать книги, ничего в этом страшного нету, это не продукты. Вот. И я помню, как мне было стыдно, когда подходили ученики. И вот этот вот момент, ученики, которые обучались у меня в школе. И однажды один из учеников подошел и сказал, Татьяна Александровна, я так и знала, что я вас встречу на рынке. И знаете, вот этот психологический перелом внутри, что ты учитель, но ты вышел и ты торгуешь на рынке. Да, что ты вышел и ты торгуешь на рынке, он очень, конечно, было, конечно, очень-очень непросто. Я хочу сказать, что когда человек трансформируется, когда он переходит из одного состояния в другое, он всегда, в большинстве наверняка случаев, он испытывает некий такой дискомфорт, то есть он привыкает к одному. То есть вот есть такие, у нас у всех есть установки в голове. Вот у меня на тот момент была установка, я учитель, я не пойду продавать, я не могу продавать. А с другой стороны, я же видела эти теплоходы, я же видела эту красивую жизнь. И я думала, надо что-то менять, и надо что-то делать. И я понимала, что если я не поменяю, ничего не произойдет. И намного позже я услышала вот эту фразу. Лучше попробовать и пожалеть, чем не попробовать и пожалеть. Вот. Какие это годы были, Тань? Это был 96-й.
это был, я в компанию пришла, это был 93-94 год, и когда мы продавали книги, 94 год, было очень тяжело, потому что эти книги, когда ты ехал на закуп, чтобы закупить эти книги в Россию, нужно было ночью ехать, утром надо было приезжать на оптовый такой вот рынок, а потом, когда ты набираешь эти книги, их нужно было донести до машины. И вот этот момент донести до машины, вы можете себе представить китайскую сумку, полную книг. Кто из вас ее поднимет? Вот. Да. А надо было поднимать и нести. И вот я помню, что я спортсменка, если что. И вот я помню вот эти там 20 метров, которые нужно было нести вот эту сумку. Я шла и думала, я очень хочу что-то изменить в своей жизни, я хочу заработать эти деньги. Но для меня этот товар настолько тяжелый, прям тяжелый. И я думала, Господи, дай мне товар, который будет легким, но дорогим. Я уже понимала, чем меньше книг, но более дорогих, тем больше я зарабатываю. Это тоже происходили какие-то психологические такие штуки в голове у меня. И вот в 95-м году совершенно случайно я попадаю на класс по уходу за кожей лица компании Mary Kay. И начинается моя карьера. Это вот как раз 95-й год. Я думаю, что сильно я не изменилась с 95-го года. Вот, это как раз 95-й год. Знаете, я иногда, мне очень часто задают вопросы, которые мне вот Шалпан задавала. Ну как же вот вы пришли к этому успеху? Ну давайте, чтобы было понятно, о чем я говорю. И я, наверное, обозначу в цифрах тот самый успех, о котором мы сегодня будем говорить. Вот. Что удалось мне получить от компании? Ну вот на сегодняшний день не в очень хорошие времена у нас сейчас, да, мы понимаем, какая политическая обстановка в стране. Мой чек ежемесячно колеблется примерно 10 тысяч долларов, плюс-минус. Мой чек ежемесячный. Я получила от компании 6 Мерседесов. Причем все предыдущие машины оставлялись у нас в семье. Все предыдущие. То есть у меня брат на Мерседесе, дочь на Мерседесе. Это не считая как раз вот тех самых шмеликов, про которые Катя говорит. Это все естественно. Огромное количество бриллиантов, золота. За все время работы в компании Mary Kay я посетила 62 страны. 62. Ну вот по весне я улечу в Шотландию и думаю, это будет 63-я страна, и в Португалию 64-я. Я выбираю те страны, в которых я не была. В некоторых странах я была примерно по 15 раз, вот такие, как Соединенные Штаты, там, или Италия, это страны, в которых мы путешествуем, это вот мы видим Чикаго. Вот, и знаете, говорят, что путешествия, ну вот кто-то хочет путешествовать, но никогда этого не делает. Кто-то имеет возможность, но почему-то не путешествует. Я путешествую достаточно очень много. И, знаете, какое-то время мы были увлечены круизами, вот все так мечтали об этих круизах. И когда в последнее время мне говорят, поехали в круиз, я говорю, о, Господи, можно и уже не ехать в этот круиз, потому что в круизах я была порядка 10 раз. Вот. И, ну, наверное, самое важное, это то, что я могу не сама быть в этих путешествиях, а я могу, ну вот это вот Маврикий, да, одна из последних поездок, а то, что я могу показать это своему ребенку. Ну, то есть вот мы как матери, мы мотивируемся чем? Мы мотивируемся очень часто детьми. Вот 80% матерей, они, конечно, работают ради своих детей. Вот, и знаете,
Вот я иногда думаю, вот если бы вот эти вот, помните, если бы молодость знала, а старость могла, да, вот этот вот Да. момент очень, очень важный. Я иногда думаю, вот если бы те знания, которые есть у меня на сегодняшний день, были бы у меня тогда, что бы я сделала? Вот мой самый большой чек – это 25 тысяч долларов в месяц. Это было, конечно, на пике, когда страны не воевали, и мы очень стабильно зарабатывали. Вот. И я думаю, что все-таки мы живем в очень хорошей стране, в Казахстане. Я думаю, что я верну себе этот чек. Вот. Ну, самое важное, я всегда говорю, что в профессии, я выбрала себе такую женскую профессию, да, и вот профессия опять психолога, да, вот где-то сравнима с нашей профессией, и вот, знаете, я очень часто применяю такое слово, ну, мы ж не с лопатой, вот не копаем траншеи, да, вот что такое психология, что такое Мэри Кей, и очень часто, опять же, я проговариваю, что люди зарабатывают по-разному. Есть люди, которые работают руками. Ну, например, там что-то шьют, что-то делают. И вот если человек заболел, то он не может работать. Есть люди, которые работают, ну, там, телом своим, да, мы знаем. А есть люди, которые работают головой. И вот психология, ну, вот я про Мэри Кей могу сказать, что это как игра в шахматы. Вот любая профессия – это игра в шахматы. И надо всегда понимать конечную точку, к которой мы идем. Вот, к которой мы идем. И в последнее время вот у нас в компании, я думаю, что и у вас в вашей деятельности есть две вещи. Две таких больших вещи, вот, ну, как будем говорить, в профессиональной деятельности. Это когда мы с вами отрабатываем профессиональные навыки, то есть как я могу провести консультацию. Вот я в Мэри Кей тоже провожу консультации людям, то есть я занимаюсь консалтингом. Консалтинг – это обучение людей зарабатыванию денег. И когда я провожу консультации, я работаю головой. Я работаю головой. И вот эти вот шахматы, ну вот как бы, как задать вопрос человеку, я смотрю на невербалику или смотрю на его движение лица, как он мне отвечает. Для меня это очень важно. И то есть вот смотрите, есть две разных вещи: профессиональные навыки и гибкие навыки. Может, не совсем я говорю, но понятно. Если что, вы мне задавайте вопросы. Вот профессиональные навыки, давайте я буду не на вашем примере говорить, а больше на своем примере. Это когда я учу человека, например, как продавать духи, как пользоваться косметикой, как сделать макияж. Это профессиональные навыки. В моей команде на сегодняшний день трудится порядка 10 тысяч человек. Из них 80 директоров, которые рулят всей вот этой махиной 10 тысячами. Это значит, в среднем у каждого там человек 120 в бизнес-группе. В среднем. В среднем. И у меня работают девушки очень высокопрофессиональные. Очень высокопрофессиональные. Но в последнее время я стала замечать, что человек умеет работать с клиентами, умеет шикарно делать макияж, разбирается в стиле одежды, она понимает вообще новости косметологии, там все, но она не хочет работать. Понимаете? Это значит, что у человека проваливаются гибкие навыки. И вот гибкие навыки мы сегодня с вами постараемся разобрать, что такое гибкие навыки. То есть можно бесконечно учить человека: иди туда, направо, а потом налево, а потом прямо, и человек не идет, не делает. Потому что у него, например, не сложились отношения с мужем, она поссорилась, или у него не очень хорошие отношения с мамой. И вот здесь это вот как раз, Таня, то, что относится к психологии. Да, то, что касается вот именно психологических таких моментов. Ну вот скажу, наверное, все-таки нам повезло, потому что примерно в 2000 году у нас одна девушка начинает, сейчас скажу,
ну, показывает очень большие результаты. И когда мы к ней подходим, говорим, а как, и начинаем узнавать, да, всегда же интересен успех человека, то она рассказывает, что у нее есть психолог, с которым она ездит по Союзу, и этот психолог ее, ну, будем говорить, направляла. И вот в тот момент мы, естественно, тоже этого хотим, мы знакомимся, и вот первые тренинги личностного роста мы начали проходить еще в конце 90-х годов. Это был 99-й, 2000 год. И мы начали, ну, будем говорить, понимать вот эти законы жизни. Ну, то есть знаешь ты законы жизни, не знаешь. Это как уголовный закон. Знание и незнание закона не освобождает тебя от ответственности. Да. Вот. И поэтому, ну, будем говорить, сначала сами пошли на тренинги. Было, знаете, вот как будто вот какую-то крышку приоткрыли. Вот как будто какую-то крышку приоткрыли, вот все новое такое, знаете, когда психология вот действительно ворвалась вот в нашу жизнь. Вот, и тогда мы работали сами, ну, будем говорить, сами на тренингах работали, начали приглашать психологов, которые бы отрабатывали с нашими людьми. Вот, но последнее время очень, ну, будем говорить, глубоко стали изучать вот эти гибкие навыки. Вот давайте сейчас поймем, а что такое гибкие навыки. Вот. Ну, например, к гибким навыкам относятся эмоциональный интеллект и петля изменений. Я надеюсь, вы это знаете и объяснять не надо. Или надо объяснять? Кать, эмоциональный интеллект, петля изменений. Или эмоциональная яма. Катенька, включите микрофон. Таня, вы расскажите все равно. Нет, у нас дело в том, что есть же другие девочки, они же записи будут смотреть. Да, давайте расскажите, Таня. Да, ну вот я и говорю, что вот рассказывать не... Но вы знаете, да, Кать, что такое петля изменений? Что такое эмоциональная яма, я знаю. Эмоциональная яма, да. Просто по-другому, да. Окей, хорошо. Вот, и давайте я сначала их все расскажу, а может быть вы там что-то меньше знаете, скажите, давайте на вот этом остановимся. Итак, чтобы развивать людей, то есть я стою на позиции, мне нужно развивать людей. И первое, почему я калибрую человека, это эмоциональный интеллект, то есть в каком состоянии эмоциональном и в какой яме она находится, потому что в эмоциональную яму человек западает практически каждый день. Ну, эмоциональная зависимость. Да, другое дело, как он из нее выходит. Западать мы все западаем, а вот как он из нее выходит. Дальше. Я калибрую человека по 6 видам мотивации. 6 видов мотивации. Мотивация у нас бывает, кто хочет записывать, материальная, индивидуальная, традиционная, теоретическая, эстетическая и социальная. Рассказывать поглубже? Ну, я думаю, Шалпан интересно будет. Немножко показывать. Давайте так вот, коротко или на примерах, чтобы им было более понятно. Коротко, да. Итак, что такое материальная мотивация? Это понятно, когда человека мотивируют деньги, да, когда у него есть. Что такое индивидуальная мотивация? Для чего мы сейчас это говорим? Попробуйте калибровать саму себя. А какая мотивация у меня? Индивидуальная мотивация – я звезда. Вот я хочу ходить по сцене. Вот я знаю таких девушек, которые говорят, ой, не надо мне денег, вот только дайте походить по сцене. А вообще меня пустят туда или не пустят? Ну вот я такая, вот они приходят куда-нибудь в гости, и вот она звезда, вот ее должны видеть, вот индивидуальная. То есть она сама яркая. Традиционная мотивация – это семья. Это когда человек будет много работать ради своих детей, ради семьи, родителей там и далее. Теоретическая мотивация – это когда учиться и учиться, как завещал великий Ленин, намного легче, чем работать, я всегда говорю. Это когда люди учатся, посещают эти тренинги. Я всегда говорю. Забывают применять. Да. Его я надо... тоже. Где деньги, Зин?
Где деньги? Поэтому теоретическая есть, но есть люди, которые очень любят учиться. Теоретическая мотивация. Эстетическая мотивация. Эстетическая мотивация – это девушки, у которых, знаете, вот все иголочка иголочки, вот прядка к прядке. Она вот сама вот красотка. Вот у меня такая подруга, она, знаете, она маленькая, пухленькая, но все говорят, ну какая она красивая, ну какая, вот ей очень важно. Она вот, ей сказали, вот будет там фотосессия, она пошла себе сшила новый костюм, она будет искать, мне нужна длинная нитка, вот бус, мне нужно обязательно, вот ярко выраженная эстетическая мотивация. Вы знаете, вот на это денег не жалеют. Эстетическая. И следующая мотивация социальная. Ну вот социальная мотивация, у меня тоже есть один такой директор, это, знаете, миру мир, чтобы всем было хорошо. Миру мир, это девушки кошек будет подбирать, собачкам будет собирать деньги на прокорм, будет ходить ухаживать за больными, то есть реально есть такие люди, вот, и социальная мотивация, вот как она проявилась, например, у моего директора. Одна из ее консультанток, у нее, ее ребенку нужна была пересадка костного мозга. И она открыла сбор. Сбор открыла. Она не открыла сбор, она пришла к этой девушке, и там у той был еще грудничок, а это 6-летний мальчишка, и, знаете, вот он задыхался. И она говорит, ну что там, как? Она говорит, знаешь, вот живет на севере Казахстана, зарплата была вот $100, а на операцию надо было $250 тысяч. И она ей говорит, ну что, как будет, так будет. Если Бог у меня заберет сына, ну что вот я могу сделать? Ну где я возьму эти $250 тысяч? Вот. На что ей эта девушка сказала, причем у нее у самой нету детей. Не было. И она ей говорит, как ты можешь говорить так про своего ребенка? И она говорит, ты делай хоть что-нибудь. Вот хоть что-нибудь. И компания Mary Kay у нас участвует очень много благотворительных проектов, и мы тоже это все поддерживаем. У нас было мероприятие, на котором девушки, мы всегда собираем какие-то деньги небольшие и куда-то их отдаем. Ну вот было собрано $200, и пришла еще одна девушка и сказала, у меня тоже больной ребенок, и мы взяли эти $200, разделили напополам. Мы вот дали $100 вот этому директору. И она поехала к своему консультанту и сказала, мы собрали тебе $100. И вот в этом моменте начинается преломление у матери. Она говорит, мне, говорит, $100, такие деньги. А директор ей опять говорит, ну ты встань, сделай что-то ради своего ребенка. И вот с этих $100 все началось. И она говорит, ну давай, где тебе помочь? Они стали делать такие коробки, блоки, пошли в церковь, стали по городу, а город малюсенький, всего 100 тысяч населения. Девушки, за первый месяц было собрано $50 тысяч в маленьком-маленьком городе. Соцсети работают, все. Важно, что вы положите в голову. Через 1,5 месяца у нее было $80 тысяч, ей позвонили, весь город был обклеен этим мальчиком. Весь город. И мы поняли, что деньги мы соберем. И через 1,5 месяца маме позвонили, сделали звонок и сказали, мы организация, которая помогает таким детям, и мы готовы вам добавить остающуюся, недостающую сумму. Да. И мальчишки сделали пересадку костного мозга. Один человек. Идея всего лишь одного человека может изменить сознание окружения, целого окружения. То, что голова говорит, это невозможно, но приходит девушка, которая верит. Вот вера, она очень многое может. Очень многое может. Вот. Самое главное. Вот такая социальная, до сих пор эта девушка собирает кошек по улице, помогает людям, она даже об этом не говорит. Вот у нее ярко выражена социальная мотивация. Нужно определить, какая мотивация у вас. Дальше.
А оказывается, мотивацию можно арифметически просчитать. Знали ли вы об этом? Вот. Каким образом ее можно просчитать? Давайте мы можем сейчас записать, что такое вообще в принципе мотивация. То есть вот есть, ну вот если мы будем говорить, да, про моего директора, она очень сильно хотела спасти этого ребенка. Видите, сила мотивации. Сила мотивации, уравнение пишем, сила мотивации, насколько сильно я хочу. Девушки, сила мотивации равно цель, мечта человека должна быть умножена на выгоду. То есть мы сверху пишем цель, умноженная на выгоду, и разделить все это на требуемые усилия. Требуемые усилия. Вот мечта и цель поставьте 80%. Вот цель, вот у вас должна быть огромная мечта, что-то поменять, что-то сделать. Вот вы ничего не сделаете без мечты. Сразу буду говорить, вы все знаете, что есть 3 состояния у человека: взрослый, ребенок и родитель. Вот когда мы мечтаем, мы должны быть в состоянии ребенка. А когда но мечта, она должна перейти в цель. И вот когда она переходит в цель, мы должны встать в состоянии взрослого. Когда человек плачет, когда человек витает в облаках, когда он в состоянии ребенка, дети никогда не зарабатывают деньги. Им не нужны Да. деньги. Как и... Деньги, Да, мы им говорим, деньги Да. к детям не идут. Да. Правильно. А взрослые, они зарабатывают. И вот состояние взрослого, для того, чтобы заработать деньги, нужно войти в состояние взрослого человека. Вот. Но вот, смотрите, мечтать нужно в состоянии ребенка, а уже выполнять это нужно в состоянии взрослого. И у нас у всех в жизни бывают разные ситуации. Они бывают, они есть, и они будут. И когда мне кто-то что-то рассказывает, ой, вот мне так тяжело, мне так плохо, я говорю, садитесь, я вам сейчас расскажу про себя, доставайте носовой платок, обрыдаетесь. То есть у каждого из нас есть такие истории, когда можно просто сесть и просто разрыдаться и ничего не делать. Ну, я вам, к примеру, могу сказать, я начала работать в компании Mary Kay, и через 1,5 месяца после того, как я подписала договор с этой компанией, у меня вроде бы сразу пошли хорошо дела, у меня пошли продажи хорошо. Моего мужа ударили на улице ножом. И на 1,5 года он лег в больницу. Ему сделали 6 операций. И я приходила к реанимации с 5-летним ребенком. И так как город маленький, мне говорили, врач выходил и говорил, там позвонили, попросили, чтобы я тебя пустил. В реанимацию же не пускают. И он мне говорил, зайдешь, если заплачешь, выгоню и больше никогда не пущу. И я видела, что муж умирает. И я брала его руку и говорила, Сережа, мы пришли. И вот мы сидели с дочерью, нас пускали на 5 минут. Мы сидели и на него смотрели. А он, да, глаза закрывал. Потом я его опять брала руку. Через 5 минут, когда мне показали, выйди из реанимации, я брала его руку и говорила, Сережа. Он открывал глаза и снова говорил, это вы пришли. Он даже не помнил. Вот такие тяжелые ситуации. Некоторые говорят, ну, конечно, вам было легче. Да нам, конечно, было легче в 90-е, когда ничего не было, когда не было поддержки вот такой вот психологической. И приходилось додумывать все самим. Все самим. Сейчас столько обучений, сейчас столько интересного. Сейчас, посмотрите, вы наверняка слушаете Джо Диспенса, да,
Да. Сейчас можно просто думать и изменить. И насколько это сильно помогает. Ну, раз я вам рассказала эту историю, я не планировала ее рассказывать, но я вам хочу сказать, что мужу-то сделали 6 операций, а у подруги сделали 4. Примерно такая, ну, не у подруги, у знакомой. И она приходит и мне говорит, на 4-й операции он у тебя умрет. И я, естественно, то есть у человека есть установка, и она берет и нахлобучивает ее вам на голову, эту установку. Это добрая подруга. И я понимаю, а я-то принимаю это, да, и я понимаю, что все, 4-я будет последняя. И вот, знаете, очень яркий такой момент, я когда начала работать в компании Mary Kay, квартира в городе стоила $100, а помада в Mary Kay стоила $10. Вот за 10 помад можно было купить квартиру. И некоторые говорят, Mary Kay дорого. Я говорю, вы не представляете, как дорого это было в 90-е годы. Вы даже себе не представляете. Да? И у меня была одна клиентка. И вот эта вот клиентка, посмотрите, как меняется сознание, как меняется психология человека. И вот эта вот клиентка, она говорит, приходи ко мне домой, покажешь, какой помаде носить какое платье. А я думаю, господи, я сама ничего не знаю. Но, естественно, клиентка зовет, думаю, пойду, клиент всегда прав. И вот она у меня за 2 таких консультации, где мы с ней пробовали, разговаривали. Я помню, как я вышла к подъезду, вот месяц проработала в компании, вообще еще ничего не понимала. Выхожу, а она мне заплатила $700. Вот она у меня продукции купила на $700. Вот квартира стоит $100, а она мне 700 отдала. И вот я стою и думаю, я чистыми заработала $300 за 2 встречи. И вот меня тогда думаю, господи, выгонять будут из этой компании, не уйду. То есть вот видите, как так, понимание, что нужно идти делать вот эти вот вещи. И потом эта клиентка, она занималась экстрасенсорикой, ну, типа вот она делала какие-то массажи, лечила людей. И вот когда у меня был очень тяжелый момент, а он произошел, естественно, ночью, мне позвонила врач и сказала, мы будем брать его на 4-ю операцию. Причем 4-я операция была в течение 12 дней. И я знала, что все, вот 4-я операция будет последняя. Мне же знакомая сказала, что 4-я будет последняя. Вот. И, вы знаете, естественно, я там, рыдая в трубку, ей сказала, вот ты же экстрасенс, вот ты мне помоги. Ну ты же можешь, хоть кто-то мне может помочь. Вот. А до этого я ездила в церковь, потом мы ездили к бабушке. Кстати, приняли тогда только в церкви, и женщина сказала, живой? Я говорю, живой. Она говорит, ты не переживай, мы будем молиться за здравие. А везде передо мной закрывали двери и говорили, нет, помочь ничему невозможно. И подруга мне говорит то же самое, я не могу как экстрасенс тебе помочь. На что я ей говорю, конечно, хорошо, когда к тебе человек приходит на 2 ногах, и ты вот ему там руками поводила и сказала, там, вы здоровы, вот вы пошли, ты вот моему помоги, ты подними его. И тогда она мне говорит очень важную вещь. Знаете, вот выслушала, как я там прорыдалась, было около часу ночи, а врач позвонила и говорит, сейчас будем оперировать, потому что куда-то уходит кровь, не понимаем куда. Он падает гемоглобин резко. Вот. И она говорит, я не знаю, сейчас будем вызывать хирурга. Вот. А я-то прошусь в эту больницу, пустите меня. А она мне говорит, не приходи. Вот смотрите, врачи советские. Она говорит, не приходи. Он будет чувствовать, что ты рядом. Вот представляете, вот вроде как психологии не было в то время, а все равно она была. И она говорит, я обещаю, что я тебе позвоню в 6 утра. И говорит, при любых изменениях я буду тебе звонить. Вот. И вот эта девушка мне говорит фантастические слова. А что у тебя в голове? Она меня спрашивает. Говорит, что ты видишь глазами в голове? И я говорю, я вижу похороны. Она говорит,
Нарисуй мне эту картинку, расскажи, кто там стоит. И вот знаете, я вот до сих пор могу закрыть глаза, и вот я вижу, друзья стоят, и как земля вот это летит. И тогда она мне говорит фантастическую вещь. Похорони его. Если ты его в голове уже, нет, сейчас я прям дословно скажу. Если ты хочешь, чтобы он жил, почему в голове ты его похоронила? И тогда я говорю, а как сделать по-другому? И она говорит, ну давай. И она мне говорит, не могу помочь тебе делом. Делом, как экстрасенс, помочь тебе не могу. Но я могу помочь тебе словом. Вот смотрите, девушки, вот ваша работа здесь, помочь словом человеку. Это настолько важно. Просто все в нашей голове, все в голове. Правильно. Одна помогла его похоронить, другая помогла его реабилитировать. Да. И вот она говорит, я говорю, ну а как? Если я прихожу, я вижу, у меня муж умирает. Как по-другому-то? Я по-другому не знаю как. И она говорит, ну ты пойдешь его забирать с больницы. Вот представь, прошло 2 месяца, и тебе надо его забрать. Я говорю, пойду. Она говорит, что оденешь? Я ей рассказываю, что одену. Она говорит, что ему одежду будешь брать какую-то? Я, представляете, вот плачу, вот это все. И я говорю, я сообразить даже не могу. Она говорит, бери пакет и иди собирай. И вот я ночью ходила и собирала этот пакет. Я говорю, туфли будут. И она говорит, и мне рассказывай. Туфли будут такие, я возьму брюки. Она говорит, прям сворачивай. Я говорю, места в пакете нет. Она, бери следующий пакет, куртка. И, девушки, вот это был, знаете, вот 11 сентября это случилось. И это было вот конец сентября, было уже холодно. Это в Кустанае на севере Казахстана. И вот эта вот куртка, и я все это складываю. Она говорит, сложила, я говорю, да. Она говорит, вот теперь, как только у тебя в голове будут появляться похороны, ты закрываешь глаза и пошла собирать ему одежду, потому что ты сейчас поедешь за ним в больницу. Да, мы называем это перепрограммированием. В 6 утра позвонила врач и сказала, Таня, мы его не взяли на 4-ю операцию. Хирург сказал, который его оперировал, не трожьте, до утра не умрет, утром разберусь. Его не стали оперировать, ему дали возможность восстановиться. Ему сделали 6 операций, но ему давали по 3-4 месяца восстанавливаться. Вот проблема в том, что операции делались друг за другом. А когда ему дали разрыв, он смог оттуда выбраться. Понимаете? Да, организм сам восстанавливается. Вот психосоматики ж мы так учим. Вот, и знаете, некоторые говорят, повезло тебе, хороший человек достался. И я однажды, прошло лет 10, иду, переехала в Алмату, уже мы в Алмате жили, и смотрю, эта девушка в магазине, как я ее обнимала. Я говорю, благодаря тебе я стала работать в этой компании, благодаря тебе там вот ты изменила вот полностью мое сознание, совершенно того не осознавая. Она на меня смотрит, понять ничего не может. Я говорю, ты вообще вот такой важный человек, вот повезло то, что я встретила такого человека в жизни. Да. Вот вам это вот та же самая девушка, которая спасла ребенка, та же самая, да? Или это другая? Нет, это разное. Та ее сотрудница, коллега. Я поняла. Это ее клиентка. Это была клиентка. А это моя клиентка. Это клиентка, кто $700 заплатил. Какая-то у вас была экстрасенс. Это она? Вот она, да. Экстрасенс $700 оплатила за заказ. Ну, за встречу, за помаду к вещам подбирали. Да, которая дала мне возможности, которая дала мне понимание, что здесь нужно работать здесь, в этой компании. Вот, и вот она вот так вот изменила вот это вот ночью, вот это вот, ну это, конечно, потрясающие вещи, которые происходили в голове, просто потрясающие. Знаете, что вот она сделала? Она заставила ваше подсознание включиться, и то, что вы собирали вещи и проговаривали это все вслух, подсознание все записывало. Поэтому она и вам и говорила, рассказывай. Не просто ей это надо было слышать, это надо было слышать вашему подсознанию.
Но она-то тоже сделала это на бессознательном уровне. Она не психолог была тоже. Нет, вообще, ну, как бы, ну, она Но вы знает, знаете, Какие-то знания у нее были, да? да, у она нее вот были явно, у знания, нее что есть подсознание какие-то пишет знания, просто у она нее могла это не явно афишировать. Но целительские подсознание, способности какие-то вот, есть, понимаете? наше Да. подсознание У реагирует на... экстрасенсы, они тоже обладают целительскими способностями. Ну да, да. Вот. Поехали дальше. Это по поводу мотивации, да, мы с вами разобрали Да. мотивацию. Итак, у нас эмоциональный интеллект, потом мотивация, то есть мы калибруем самих себя. Дальше. Есть такая штука, как определение типологии людей. То есть есть цветной такой тренинг, и есть еще определение типологии по диску. Наверняка тоже знаете, да, такая типология диска. То есть бывают стабильные люди, бывают влиятельные, бывают дисциплинированные люди. То есть там тоже характеристики, если что, в интернете все это можно найти. Для того, чтобы быть успешной, для того, чтобы нужно уметь планировать по смарту. Умеете планировать по смарту? Нет, Вот что расскажите. я не люблю планировать. Ага. Я не люблю расписывать. Катюша, если вы не любите планировать, У меня как бы все в голове, но я прекрасно понимаю, что лучше записать, потому что я могу упустить. Ну, Таня, а планировать по кому? По смарту? смарт, по смарту. смарт. Есть Это такая что? Смарт? система. Я сейчас объясню по смарту. Планирование по смарту. Дело в том, что если вы не любите планировать, то вы Алиса в стране чудес. Если вы не знаете, куда вы идете, то как вы узнали, что вы уже пришли? Не, ну цель у меня есть, просто она вот именно, что она не на листке прописана, вот в чем дело. У меня есть цель, я хочу это, и я туда иду. Как бы, ну вот именно вот как бы есть люди, которые пошагово распланируют свой день. Вот это у меня отсутствует, планирование дня. У меня есть Расскажите, план Таня. такой, как бы астральный. Ну, хорошо. Все исходит от наших целей. Да. То есть, что я хочу? Я вам могу сказать, вот вроде бы, да, я в бизнесе там 20 с лишним лет, 27 лет. И я вам могу абсолютно точно сказать, знаете ли вы, что когда, например, есть такая еще техника, она очень широко применяется в Мэри Кей, там сама Мэри Кей учила писать каждый вечер 6 важных дел, которые нужно сделать завтра. Завтра. Потому что сегодня начинается завтра. Да. И когда вы пишете этих 6 важных дел, а на следующий день ставите галочку, что вы это сделали. Там не вычеркиваете, а именно... Да. Ну, плюсик, там галочку. Да. Да. То в вашем организме вырабатывается дофамин. Вот простая галочка. Да, вот но простые счастье, вещи, что выполнила. да, которые приводят наше состояние в какое-то другое. А мы же хотим попасть в другое состояние. Да. Да, и мы хотим что-то сделать лучше. А еще мы хотим результативнее. А если вы хотите результативнее, вам придется планировать. Что такое планирование по смарту? Ну, цель должна быть у нас первая. Краткосрочная. Она должна быть определена по срокам. Да, Очень краткосрочная, четко. долгосрочная. Второе. Она должна быть реалистичной. Реалистичной. Сейчас договорю сначала, а потом по поводу реалистичности. Цель должна быть реалистичной, определенной по срокам. Она должна быть легко достижимой. Легко достижимая, реалистичная, определенная по срокам. И четвертое, она должна быть амбициозной. Амбиции. Вот если я вам спрошу, кто хочет миллион, да, многие скажут, я хочу денег. Я таких людей вижу практически каждый день. Я хочу, вот ты же зарабатываешь там 10 тысяч долларов в месяц, и я тоже хочу 10 тысяч долларов. А человек, например, зарабатывает 100 долларов в месяц, ну хорошо, 500 долларов в месяц. Вот недостижимые цели делают из человека импотента. Знаете, да? То есть
любая недостижимые цели, когда вот человек говорит, я буду зарабатывать 15 тысяч долларов, и по сути вот там то-то попробовал сделать, вот это попробовал сделать, не получается. Вы знаете, как в анекдоте, да вообще ничего у меня не получается, пошли все, и вот сейчас лягу и буду лежать. То есть, что такое результат? Результат – это деньги, правильно? То есть мы должны, ну, результат может быть разный, но один из результатов – это деньги, один из результатов. И деньги, знаете, вот я хорошо очень поняла с тем самым психологом еще в 90-е годы. Вот есть люди, у которых нету денег, такой, знаете, перекос, но они вот счастливы. И они очень часто говорят, мы счастливы, мы любим друг друга, зато мы любим. Вот там на 8 марта все друг другу вяжут носки. Или там сумочки, делают что-то своими руками. Понимаете, это другой перекос. А есть, например, там вот деньги, 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 деньги. И почему-то вот у нас, посмотрите, как нам назидается, что деньги – это плохо, что все, кто имеет деньги, это такие злые люди, которые ходят. Меркантильные, алчные и так далее. Да, алчные, да-да-да. И вот нужно вот это найти, вот этот вот баланс. И планирование, оно очень сильно помогает. Что такое деньги? Деньги – это эквивалент нашей внутренней энергии. Да, это энергия, да, деньги. Немножко вернусь, добавлю. Деньги – это внешний эквивалент нашей внутренней энергии. 6500. Понимаете, да? Вот насколько у меня энергии много, настолько много мне дается денег. Почему не всем людям даются деньги? Потому что деньги давят, это очень серьезный груз. Вот. Например, Ответственность и груз. Например, в 90-е годы можно было, все начали брать кредиты. И вот мальчики там брали кредиты, такие мальчики брали кредиты, потом, и они начинали швыряться этими деньгами, и они начали посещать, знаете, вот лакмусовая бумажка такая 90-х годов, баня, девочки, там еще что-то, а парень, например, у него была семья, и деньги давили эту семью, он не мог удержать эти деньги. Ну, вот простой такой вот вариант, да? Ну, то есть деньги же тоже незаслуженные деньги очень сильно давят человека. Угу. Да. Нормально. Так, давайте пойдем дальше, да? С планированием понятно? Еще один момент. Еще один момент. Когда мы с вами пишем, когда мы пишем рукой, да? Ну, вы знаете, вот это работает подсознанием. Да, подсознание, потому что рука связана с головой. Вот нельзя текст набирать на компьютере. Это совершенно не то. Вот вы же знаете технику, когда выписываются, ну, там выписывается негатив. Я не буду сейчас много про это говорить. А потом это сжигается, рвется, когда письма пишутся. Там же нужно писать. Выписывается. Смотрите, есть такая система по Тойчу. Выписывать. То бишь писить. Вот когда человек писает, из него выходит с мочой. Выходит же из него. И точно так же, поэтому слово выписать надо. Выписать. Вот точно так же и планы, их надо написать. Написать. И когда вы будете это писать, у вас очень четко начнет складываться в голове. Еще по поводу цели. Я помню, ну, сколько мы с вами уже прожили кризисов, да? Я помню один из своих первых кризисов, который мне был совершенно непонятен. Это кризис 99-го года, когда доллар в России поднялся в 4 раза. До 30. С 6. Вот. И нас пригласили тогда в Москву. Нас пригласили в Москву на тренинг. И я думаю, блин, тренинг, еще все непонятно. Я была таким вот молодым, зеленым директором, только-только начинала работать в Мэри Кей. И нам объяснили, что всегда есть надстройка,
внимание, в потребностях. Настройка в потребностях. Например, вот если человек зарабатывает, вот, например, он зарабатывает, ну, давайте, $1000 он зарабатывает, чтобы понятно было, $1000. Если вы этого человека спросите, я обычно там, конечно, надо спросить еще правильно. Знаете, как учил нас тоже один из психологов, Косик Василий Васильевич, великолепный бизнес-тренер, он говорил, нет людей, не отвечающих. Есть люди, хреново задающие вопросы. Неправильно, да. Да? Да, вот. Поэтому, или как надо спросить, чтобы тебе никто не ответил. Да? Как надо распланировать, чтобы ничего не получилось. Хорошо, да, спрашивал. Итак, я всегда спрашиваю, ты получаешь вот эти деньги, сколько бы ты хотел прибавки к зарплате? Вот я вам могу сказать, вот я получаю там $10 000, и вот я так думаю, я уже проходила все это. Я очень хорошо помню, мы только тогда приехали в Алмату, и я думаю, было бы 13, было бы вообще здорово. Посмотрите, когда у человека есть вот энная сумма, он хочет, ну, чуть-чуть надстройка вот эта, она может быть такой, она может быть вот такой надстроечкой. Да? Он хочет... Потребности повысить надо, да? Да, и я всегда говорю, вот это чуть-чуть побольше, это сколько? No. У всех людей есть надстройка, потребности. У всех. Все хотят немножко лучше, немножко больше, чуть-чуть слаще, чуть-чуть красивее. И я очень хорошо помню, тогда уже были компьютеры, вот, начало 2000-х. Я хотела за январь 35 иметь. Микрофончик, девочки, выключите. Может, не знают, как выключить. Ладно. Шелпан может их отключить. Шелпан, если вы Да. администратор, зайдите в это и отключите микрофон. Да, вот отключен микрофон. Вот, и хорошо помню вот этот момент, когда я хотела $13 000. Прям сидела и мечтала. И вот однажды вечером, месяц заканчивается, думаю, пойду посмотрю, сколько я заработала. Вот, муж в это время уже спал. И вот я все время, все никак не могла 10 000 перевалить. Вот на тот момент, в начале там 2000-х, я думаю, ну как же мне бы заработать вот чуть больше, вот никак не могла. Вот 9900 было, 10 никак. Вот, и думаю, ой, а 13 я была бы счастлива вообще. И вот представляете, открываю компьютер, а у меня 15. А не 13. И я такая с танцами к мужу. И час ночи, а там Сережа, представляешь, комиссия 15 000. А он мне говорит, завтра расскажешь. Он же спать хочет, да? Завтра расскажешь. И я потом с этими танцами назад иду, значит, к столу, и помню, так села, и так вот, знаете, набираю и смотрю 15 000, хорошая сумма, хорошая. А было бы 20, было бы вообще хорошо. Понимаете? Потребность меняется. В секунды. И нам нужно узнать вот эту измененную потребность у человека. Что человек хочет? Понимаете, какова его конечная цель? Как он планирует туда прийти, к этой цели? Как он хочет сам измениться, чтобы дойти до этой цели? Вот, девушки, я хочу вам сказать, что работы вам непочатый край. Работать. Вот так вот работы. Потому что вот это все у нас слева и справа. Вот, и уж если мы доходили своей головой абсолютно не психологи, то вы-то со своим образованием будете далеко впереди. На что я еще обращаю внимание, когда я работаю с людьми? На осознанность. Вот у вас очень хорошо назван клуб. Осознанные люди.
А что такое осознанность? Возможно, у вас своя классификация. Шолпан, что такое осознанный человек? Мы понимаем, что мы смотрим на себя и контролируем свои эмоции, свое поведение, то есть ставим мотивацию, работаем над своими убеждениями, то есть работаем над собой. Мы не реагируем на события, мы стараемся, наоборот, как бы управлять ими. Правильно. Есть круг влияния и круг забот. Круг забот – это то, что мы не можем изменить, все верно. Например, идет война между Украиной и Казахстаном, это круг забот. А есть круг влияния, что я могу сделать. Я конкретно что могу сделать? Да? Вы А я сказали могу между сегодня пойти Украиной и и Казахстаном? Россией. Мгм. И Россия. Между Украиной и Россией оговорилась, господи, не суть важно, да. Есть вещи, которые, например, идет ураган, дождь, снег, холодно, минус 40. Это круг забот, я изменить это не могу. Так же, как и военные действия, которые сегодня происходят. Ну, не могу я это изменить. Но мне нужно накормить своего ребенка. Что я могу сделать? Это круг моего влияния. И вот нужно отделять круг влияния от круга забот. То, о чем сейчас Шолпан говорит. Вот осознанное состояние – это когда я в состоянии взрослого, когда я понимаю, что происходит, но без чувства вины к себе. Я никогда себя не виню. То Но есть, чувство вины – это самое-самое вот такое да, но чувство, без как чувства вины. воронка, которая отнимает всю нашу энергию. Конечно, это осознанный человек, он себя под плинтус не загоняет. Без чувства вины. Например, я сделала какую-то работу. Элементарно, я пошла обслужила клиентку. Клиентка осталась недовольна мной. Но я и так, и сяк. Вот клиентка недовольна. Да? И я понимаю, что где-то я ошиблась. Например. Например, мне лень было ей там долго рассказывать. Я просто дала ей продукцию, а потом у нас с Марикой существует возврат, и не хочу у нее принимать возврат. Например. И я думаю, как ты плохо, Таня, отработала с клиенткой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. И вот я могу ходить и думать, да, я плохо отработала, да какая же я такая, да что ж я вот это сказала человеку, да я вот обидела человека. И я буду вспоминать 20 лет об этом. Понимаете? Все, что мы делали вчера и когда-либо, это было Оно там и закончилось. обязательно для нашего выживания. Это Вот, опус. Классно, да, вот вы Таня. поймите, что вы все делали, образно говоря, правильно. Не до фанатизма, конечно, но ничего не произойдет, если мы бесконечно будем закапывать себя под плинтус. Никогда и никто не накажет вас так изощренно, как Сами. вы это сделаете сама к себе. Да. Самобичевание. Поэтому чувство вины, с ним нужно просто проститься. Вот все, что я делала, все делала правильно. Для того, чтобы у нас не было чувства вины. Вот это вот осознанность. Осознанность – это когда я осознаю, что происходит, все, что назвала Шолпан, но без чувства вины. Окей? Таня, вы знаете, мы обычно говорим, мне можно, Да. чтобы не чувствовать вину, мне можно. А про своих детей я говорю, мой сын так не мог. Даже если он это сделал, он так не мог, потому что он мой сын. Чтобы убрать вину. Быстро, причем быстро, мне можно все. Да, мне можно неграмотно объяснить, Да. мне можно ошибку какую-то допустить. Что мне теперь, себя казнить за это, что ли? Нет, мне можно. Да, вот смотрите, будем говорить, я такой управленец такого, наверное, среднего звена, да, я, наверное, для кого-то в своей области, в своей профессии являюсь таким мотивирующим, вот. Я могу что-то сказать людям, и люди обижаются. Я могу даже напрямую с человеком не разговаривать, я могу вести какое-то обучение, но человек берет на себя, и человек обижается. Я могу быть
я как слон в посудной лавке. То есть, когда я разворачиваюсь, я даже Нечаянно не вижу, задеть. я не Кого вижу, как я задеть? могу толкнуть человека. Вот Мгм. слон в посудной лавке. И когда я даже это не понимаю, есть очень хороший прием, когда человек обижается. Ну, то есть я вот из реальной жизни рассказываю, я с этим сталкиваюсь постоянно. И когда человек обижается, и он подходит ко мне и говорит, вот вы меня обидели, и я так плакала, и мне было так плохо, да, и есть потрясающая штука, прости меня, пожалуйста, извини. Виноваты, не виноваты, вообще не надо в этом разбираться. Извинились. Всегда нужно извиняться. Только сильный большой человек может попросить прощения, извиниться искренне. Я искренне извиняюсь. Я понимаю, что я слон в посудной лавке. Нет, смотрите, а можно я вас чуть поправлю? Да? Не надо говорить не извини, а ну так вышло. Потому что когда мы говорим вини, извини, мы признаем свое чувство вины. Ну как бы это игра слов, но нужно заменить другим словом, но не говорить извини. Или Катя, Или прости сказать меня. мне Катя, ты жаль. знаешь, Да, Мне сказать, Катя, да, жаль, что мне так жаль, что так получилось. вышло. Вот как Катя, бы вы знаете, Таня, дело в том, что нас в Академии мастера сборов учили никогда не говорить слово «извини». Но я да. вот сейчас Это признание уже, вины получается. но я сейчас уже с этим не согласна. Я считаю, А, как, например, вы смотрите, если Вы, женщины, тут человек восточные. что-то такое сделал, да, а вы говорите «мне жаль». Как это? нет, Не всегда жаль, мне что так жаль. получилось. Очень жаль, что так Иногда получилось. Иногда, например, Просто к этим словам надо привыкнуть. вы взяли, кто-то забрал у вас, например, стул у вас или что-то, а вы говорите: "Мне жаль". То есть не всегда это подходит, под ситуацию. И Мгм. вообще в этом Вы знаете, самое нету важное принципиального сделать это смысла. искренне. Да. Да, да, да. Неважно, какие Мгм. слова вы произнесете, прости, извини, я Мгм. извиняюсь. Я понимаю, ну, девушки, только вот в моей команде их 10 тысяч человек, 10 тысяч. Иногда людям кажется, что я делаю какие-то примеры, и вы видите, что я привожу примеры и стараюсь не называть фамилии, потому что люди Да. плачут, обижаются, Ну, это почему из ты про меня жизни. рассказывала, почему ты там вот это, вот это. А некоторые вот они, ну, знаете, кто сильнее, тот и, будем говорить, извиняется, либо просит прощения, либо... То есть мне несложно это сделать. Мне Мгм. несложно. Знаете, когда несложно? Когда ты понимаешь боль другого человека. Боль другого. И я понимаю, про что сейчас вы говорите. Извини, это система Потойчу. Знаете, да? Да нет. Там, Мгм. как ты думаешь, купить вот это? Там, это хорошее или это плохое? Да Мгм. нет, все Да. хорошее. Я понимаю, что это плохое. Да нет. Какое слово первое? Да, а потом нет. Это все, знаете, это психология, это действительно такой вот огромный мир, который, знаете, вот можно учить. Это очень интересно, и это все работает. И я на примере своего мужа хотела вам показать, как работает в голове вот это вот подсознание. И оно сработало у меня, у человека, который не профессионален. Там, и она была непрофессиональный психолог. Ну, как-то вот, понимаете, прям вот Бог нас ведет. Будем так говорить, да? Там какой-то разум нас ведет. Вот. Дальше. На что дальше я обращаю внимание? Когда я развиваю других людей и, естественно, развиваюсь сама, должна быть финансовая грамотность. Финансовая грамотность. Самые хорошие 100%. книжки, самые хорошие психологические книжки – это сказки. И самая актуальная, сказка на сегодняшний день какая, девушки? Про Старуха, золотая рыбка, нет? Про золотую Буратино. да. Дай мне свои денежки, я Денежки. пойду закопаю в поле чудес и принесу тебе много-много денежек. Понимаете, хотим мы этого, не хотим, надо разбираться в финансах.
У Да. нас сегодня, Чтобы потом не оказаться насколько в я, Буратино. насколько я знаю, 90, чуть ли не 90% населения Казахстана в долгах. Очень большой процент, очень. Вы знаете, что существуют специальные техники выхода из долгов? Существуют специальные законы. Например, я вам приведу пример. Машина в семью покупается, машина должна равняться от 3 до 6 зарплат семьи, дохода семьи, не более. Вот у нас в Казахстане, у нас народ любит купить машину, но жить на съемной квартире. Ой, я вам скажу больше. Они любят купить iPhone и жить на съемной квартире. Да, За 150 тысяч, за 200 тысяч телефон и снимать жилье. это называется финансовая Зависимость. безграмотность. И если Я вы это- хотите вырасти, а мы сегодня сюда собрались для того, чтобы вы продвинулись, Да. вам нужно будет изучить финансовую грамотность. Нужно будет. Например, финансовой грамотности нужно за свою жизнь что-то такое сделать, пассивный доход, Мгм. создать пассивный доход. И вот пассивный доход должен покрывать все ваши обязательные платежи. Что такое обязательные платежи? За телефон, Коммуналка, садик, школа. коммуналка, садик, да, вот это вот. Обязательные платежи должен покрывать пассивный доход. Все остальное себе любимое. Вот сидите и думайте, как это так сделать, пассивный доход, чтобы он у меня был. Сидите и рожайте. Но там тоже есть специальные вещи, как это надо делать. То есть, понимаете, существуют финансовые законы. Вот как я вам говорила, существуют законы жизни. Ну, например, помните, да, знание не знаю, незнание не Не освобождает. освобождает от ответственности. Ну, например, вот есть закон в жизни. Нельзя просить у сильного и обижать слабого. Вот все говорят, не обижай слабого, не обижай слабого. Посмотрите, вот мальчик выходит на улицу, а потом его там кто-то побил, он прибегает домой и говорит, мама, меня побил там Саша. И мама потом бежит, берет веник, и этого Сашу этим веником бьет. Вот если этот Саша, он ровесник вашему сыну, то бедный ваш сын. Понимаете? Ровесник, когда мама, если мама видит ровесник, она должна сказать, иди и разбирайся сам. Разберись. Да. Да, Да. сам. Мгм. Если мальчик старше побил, то да, надо брать веник, идти разбираться. Но как только мама начинает встревать в среду ровесников, она делает слабым своего сына. И это такая печаль. И мы с вами наблюдаем это каждый день, как мамочки своим сыновьям ищут работу. А эти сыновья потом не хотят работать, потому что там плохой коллектив. А я вам могу сказать, как только мальчик сам себе найдет работу, там будет хороший коллектив. Мгм. Да? То есть вот он вам Посмотрите, эти правила, их можно перевернуть. Можно обижать сильного и просить у... Вот смотрите, просить, например, если человек приходит работать, к примеру, и говорит мне, слушай, ну ты вот зарабатываешь такие большие деньги, дай мне денег. Вот если я, будем говорить, состоятельная, даю деньги тому, у кого их нету, этот человек никогда не станет богатым. Так он и работать не будет никогда. Зачем? Кому можно прийти попросить к Танечке, Танечка, да? Да, то есть мы должны понимать, кому мы даем. И поэтому здесь существует такой закон, как говорит моя знакомая, прибегает к мужу и говорит, Саша, так плачет женщина, так просит, так вот это. А он ей говорит, миленькая, ты тоже плачь, но не давай. Потому что дать намного Нельзя. легче, чем не дать. А когда ты не даешь,
то всю правду про себя быстро узнаешь. Смотрите, финансовая грамотность, ну немножко, я прям чуть-чуть это все затрагиваю. Это, конечно, очень большие темы такие, которые нужно изучать. Следующее, в гибкие навыки входит умение принимать решения. Вот может человек принять решение, вот, или нет? Некоторые женщины говорят, мне надо посоветоваться с мужем там, или еще что-то. Но человек сам внутри должен принимать решение. Если он не может принимать решения, я его не беру в бизнес. Пунктов, гибких навыков, которые мы должны развивать в себе, чтобы стать успешными людьми. Мэри Кей, внимание, это всего лишь инструмент. На самом деле я сижу в коллекционной мебели. За этими шторами я летала в Венецию. Понимаете, зачем зарабатывать деньги в Мэри Кей? Вот за вот этим. Вот в этом вся суть. Вот для меня это важно. Я ем еду, у меня серебряные приборы из массива серебра, не просто посеребрение. Понимаете? То есть у вас должна быть, ради чего вы это делаете. Вот я делаю ради этого. У кого-то очень сильно мотивация социальная, кто-то хочет построить приют. Ему не важно, какие шторы висят, и там сзади меня венецианское зеркало. Ему не важно, в какое зеркало он смотрится. Найдите свою мотивацию. Зачем? У меня такой вопрос. Когда жена зарабатывает больше мужа, как быть? У мужчины должны быть не деньги, а дело. Когда у мужчины есть свое дело, интересное дело, вот, ну, это такая тема, я могу ее рассказать, это просто время забирает. Я просто переживаю, что у нас уже без 15-12, Да. и людям надо некоторым ложиться спать. Вот. И давайте я сейчас коротко постараюсь сказать, и мы будем с вами прощаться, потому что очень важно вовремя начать и вовремя закончить. Да. Самое важное, чтобы мужчина в доме был мужчиной. Что такое настоящий мужчина? Настоящий мужчина – это который себя кормит, себя одевает. Правильно? Вот. Посмотрите, как много сейчас мужчин, которые сидят на шее у женщин. На самом деле это не мужчины забираются на плечи к женщинам. Это женщины наклоняются и говорят: садись, иди сюда, садись. Вот. И когда мужчина сам себя содержит, вот сам себя, вот как нас учили. Например, я зарабатываю чуть-чуть больше, чем муж зарабатывает у меня, да? Я хочу купить себе венецианское зеркало и хочу поехать в Венецию за шторами. Вот я могу, если я больше зарабатываю, менять жилище, менять антураж, будем заниматься так говорить, вот уютом дома, да? Но я не могу содержать мужчину, понимаете? Мужчина живет в этой квартире, но здесь очень четко нужно соблюдать. Квартирка подписана на мне. Вот кто заработал, тот и оформляет. Вот это очень-очень важно. Вот спасибо тем психологам, которые нам это объяснили еще в начале 2000-х годов. Я расту, я развиваюсь, а муж у меня не развивается и не растет. Вот это большая иллюзия. Это большая иллюзия, потому что муж и жена одна сатана. И если не растет муж, все, что нас окружает, это лакмусовая бумажка нас самих. И если не растет муж, это говорит о том, что я не расту. Это иллюзия. Самообман. Конечно. Понимаете? А когда я расту, то и муж у меня растет.